Привет из Турции! Я приехала отдыхать в пятизвездочный отель Numa Bay на ультра все включено. Я уже была в этом отеле 1,5 года назад вне сезон. Мне понравилось. Мне интересно, какой он сейчас в разгар сезона. Давайте посмотрим вместе со мной. Пятизвездочный отель Numa Bay Exclusive расположен в уединенной бухте на берегу Средиземного моря в курортном поселке Тюрклер. Расстояние от аэропорта Анталии 105 километров, до центра Алании 26. Отель Numa Bay построен в 2017 году. Он очень стильный и современный. Здесь можно отдохнуть и спокойно, и активно, и сделать много красивых фотографий. Отель стоит на первой береговой линии от моря и занимает зеленую территорию площадью около 10 гектаров. Относительно небольшую, но продуманную до мелочей. Я заселилась, у меня стандартный номер с видом на море на 3-м этаже. Давайте его посмотрим. Это прихожая, здесь стоит шкаф. Он просторный, с одной стороны полочки, тут бесплатный сейф, тапочки, лопатка для обуви и разные мелочи. С этой стороны отделение с вешалками, вешалок причем достаточно много. Это мини-бар, над ним полка с зеркалом. Тут чайник, набор для приготовления чая и кофе, пиво, вино. В холодильничке у нас газировка, 2 коробочки сока, обычная вода и газированная вода. Посмотрите, какой просторный светлый номер. Он весь выполнен в бело-голубых тонах, такой сразу морская тема, мне это очень нравится. Кровать просторная, здесь подушки, тоненькое одеяло летнее. Кстати, здесь есть меню подушек, и если вам не нравится ваша подушка, вы можете ее поменять. Еще тут есть халатики и дополнительное одеяло. Напротив кровати телевизор, под ним шкафчик, и тут тоже много полочек. Мне это очень нравится, люблю, когда можно все разложить. Удобно, что есть перечень каналов, русские каналы тут тоже есть. Здесь есть кондиционер и вот такой стол, и еще одно зеркало. Здесь вот такая зона отдыха, еще одна кровать. По бокам от большой кровати стоят тумбочки. И здесь рядышком балкон. И уже отсюда я вижу море. Пойдемте туда сходим. На балконе есть сушилка и зона отдыха. Отсюда видно территорию моего отеля и, конечно же, море. Ванная комната просторная, чистая, светлая, тут все новенькое, отель новый, и поэтому видно, какое здесь все прямо новенькое, все сверкает. Здесь смотрите, какой набор: гигиенические принадлежности, шампунь-гель для душа, лосьон для тела, кондиционер для волос и вот такие турецкие мочалки. Я их просто обожаю. Тут просторная душевая кабина и полотенчики. А еще есть фен. В номере и на всей территории отеля есть бесплатный Wi-Fi, причем ловит хорошо. Мне этот номер очень понравился. Напишите в комментариях, как он вам, понравился или нет. Я отдыхаю в Сити Numa уже в 3-й раз. Постоянным гостям тут делают комплименты. Мне принесли бутылку вина и фрукты. Предложили бесплатно сходить в ресторан а-ля карт. Еще больше бонусов дают именинникам и молодоженам. Мне нравится такой подход. Конечно, сюда хочется возвращаться. Еще отмечу работу горничных. Уборка в отеле просто идеальная. Я не преувеличиваю, за чистоту ставлю 10 из 10. Прогуляемся по территории отеля Numa Bay. Она не слишком большая, но здесь много чего поместилось. Основной корпус и пляж связаны вот такой прогулочной дорожкой, вдоль которой высажены пальмы. По ней приятно идти. На территории расположены бассейны. 2 больших для плавания, 1 дополнительный с горками, а в стороне находится бассейн 16+. В нем просят не шуметь и не играть в водные игры. Это место для тех, кто хочет отдохнуть в тишине. Вдоль дорожки выставлены картины. Получилась целая галерея под открытым небом.
В отеле есть красивые зеленые лужайки. В течение дня аниматоры проводят здесь спортивные занятия и состязания. Для детей работает игровая комната. Здесь их развлекают и занимают чем-то интересным. Анимация в отеле активная. Спортивные занятия, игры, соревнования на любой вкус. Мне понравилась стрельба из лука. Новичкам сложно, но интересно. На территории отеля несколько бассейнов, в том числе с горками. Вокруг них расставлены лежаки, места хватает всем. Я видела лежаков свободных много в любое время. Если вы любите уединение, можно арендовать вот такие кабинки. Они есть и у бассейна, и на пляже. В этом отеле подумали обо всех. У основного бассейна всегда играет музыка. Для любителей уединения есть тихий бассейн. Его максимально отдалили от детских игровых площадок и мини-аквапарка. Для детей тут, кстати, много интересного. Им тут точно будет весело. Так что сюда можно поехать и всей семьей, и вдвоем на романтический отдых, и даже одному. В отеле Numa Bay работает спа-центр. За дополнительную плату можно заказать процедуры в хамаме. Также тут есть крытый бассейн, так как отель открыт даже вне сезон. А рядом работает спортзал. Пятизвездочный отель Numa Bay Exclusive работает по концепции «Ультра все включено». В течение дня здесь постоянно чем-то кормят. В баре у пляжа предлагают коктейли и различные напитки. Готовят блюда той или иной кухни. Каждый день что-то особенное. Пекут лепешки. Мне понравилось, что тут никогда и нигде нет больших очередей, а официанты часто пробегают мимо лежаков и столиков с напитками и предлагают желающим что-то взять. Персонал тут вообще очень внимательный. В основном корпусе работает кондитерская. Здесь хороший кофе и самые разные сладости. В барах предлагают безалкогольные напитки, а также алкоголь местных и известных импортных брендов. Выбор действительно достойный. В баре у бассейна можно перекусить вафлями, полноценно пообедать или полакомиться турецким мороженым. Есть чем заняться и за пределами отеля. В Тюрклере работает базар, где продают одежду и сувениры. Есть магазин турецкого бренда Waikiki и несколько супермаркетов, где можно купить что-то вкусное. Вечером на территории отеля Numa Bay тоже интересно. На ужин можно пойти в основной ресторан или записаться в à la carte. В отеле 3 ресторана с обслуживанием по меню – турецкий, мексиканский и китайский. Я обожаю турецкую еду, поэтому выбрала ужин в ресторане национальной кухни. Холодные и горячие закуски, основное блюдо и десерт – все было невероятно вкусным. Ужин на берегу моря – это всегда что-то особенное, что запоминается навсегда. Для детей по вечерам проводят мини-диско, а взрослые могут посидеть в одном из баров или насладиться ярким шоу. Также в определенные дни проводятся дискотеки. Например, я попала на гавайскую вечеринку. Мне понравилось, что зоны для таких мероприятий слегка отдалены от основного корпуса. Когда я хотела лечь спать пораньше и закрывала окно, музыка с улицы меня не беспокоила. Соседей я тоже не слышала, так как включала на ночь кондиционер, чтобы он немного шуршал. Тут комфортно отдыхать всем.
Хочешь, пей коктейли в тихом баре, хочешь, смотри шоу или танцуй. А можешь пойти спать, и никто тебя не потревожит. А теперь давайте посмотрим, какой тут пляж. Отель Numa Bay расположен на первой линии, и ему принадлежит участок пляжа в такой уединенной бухте. Он начинается вот там, где флаг, там же пирс, это тоже такая оборудованная зона отдыха, там же рядышком стоят кабинки, а вот здесь расставлены лежаки. Заканчиваются они вот там, где синенькие лежаки заканчиваются, это заканчивается пляж Numa Bay. Пляж оборудованный, тут есть души, кабинки для переодевания, лежаки с мягкими матрасами и рядышком бар, где можно посидеть в тенечке под деревьями, отдохнуть, что-то выпить или перекусить. Пляжные полотенца можно менять каждый день, это бесплатно. Также можно арендовать кабинку, чтобы отдохнуть в стороне от других туристов. Лежаков на пляже и пирсе достаточно много. Всегда легко найти свободное место даже в сезон. Лежаки на пляже стоят на песчаном участке, а на входе есть небольшая галька, а потом снова участок песка. Так чередуются камушки, песочек, но они довольно такие мягкие, по ним ходить не страшно. В воде тоже есть камни, но купаться безопасно, и сколько раз я купалась, ничего со мной не случилось. Давайте покажу вам песочек. Видите, он такой серенький, и вот здесь есть небольшие камушки. Это уже ближе ко входу. Вход в воду достаточно безопасный, примерно вот так становится очень быстро, но дальше не становится глубже, и примерно вот вся бухта вот на таком уровне. Купаться очень комфортно. На пляже желающие играют в волейбол, а рядом работает бар, где можно отдохнуть в тени деревьев, что-то выпить и перекусить. Пляж отеля Numa Bay отмечен престижной наградой «Голубой флаг» за чистоту и обустроенность. Теперь посмотрим, чем кормят на шведском столе в отеле Numa Bay. Сначала я покажу вам завтрак. Это уголок с овощами и зеленью. Есть целые, есть нарезанные. Вот тут уголок со свежей выпечкой, булочки, хлеб, чего только нет. Ассортимент прям огромный. Вот это слоеный пирожок, очень вкусный. И тут разные булочки, круассаны, сладкие, несладкие, с колбасой, с вареньем, с шоколадом, с кунжутом. Хороший выбор. Оливки разных сортов и размеров. Турецкий каймак и мед в сотах. Здесь все для бутербродов. Ветчина, колбаса, бастурма. Это халва. Очень вкусная турецкая халва. Посмотрите, какой выбор сыра. Не в каждом пятизвездочном отеле есть вот такое разнообразие. Даже сыр с плесенью. Обожаю его. Тут хлопья, сухофрукты, овсянка и разные посыпочки в виде орешков, кокосовой стружки. Хороший выбор варенья. И шоколад. Тут классические утренние блюда. Блинчики, гренки, несколько блюд из яиц, пончики, вкуснятина. Яйца с мясным фаршем. Не видела никогда, чтобы где-то так готовили. Интересно. Овсяная каша, печеная фасоль, яйца. Это для тех, кто любит поесть посытнее с утра. Картошка, колбаса, баклажаны и грибы. Еще зона с выпечкой с этой и с другой стороны. Тепленькие. Тут уголок с сухофруктами и орешками. Сушеная клубника. Даже никогда раньше не пробовала. Обязательно возьму. Это фрукты в сиропе и йогурты. А еще детское питание. Для детей тут вообще всегда есть отдельный уголок, чтобы они могли брать что-то сами. Тут йогурты, фрукты, печенье и блюда, которые могут понравиться маленьким гостям. Хороший выбор фруктов. Очень сладкие арбузы сейчас. Зона с напитками. Можно взять айран, водичку, соки, чай, кофе.
Теперь посмотрим, что готовят на обед. Названия всех блюд подписаны, в том числе и на русском языке. Это удобно. Отель Нума Бэй точно понравится тем, кто любит вкусно поесть. Выбор хороший. Выпечка, свежие овощи, салаты, соленья, холодные и горячие закуски, супы, мясные и рыбные блюда, тушеные и жареные овощи. А готовят тут очень вкусно и не так, как во многих других турецких отелях. Даже из обычных продуктов порой получается блюдо, достойное оказаться не на обычном шведском столе, а в дорогом ресторане. Конечно, всегда есть и отельная классика. Паста, пицца, котлеты и картошка фри, тушеное и жареное мясо, овощи и фрукты, самые разные закуски. Повара постоянно подкладывают новые порции еды, очередей в ресторане нет. Все очень чистое и оформлено красиво. Каждый день повара стараются приготовить что-то новое, чтобы питание было максимально разнообразным. Больше всего меня впечатлила подача десертов. Даже обычные торты здесь преподносят настолько красиво, что их хочется сначала фотографировать, а потом уже есть. Несколько раз в неделю в отеле проходят ужины, посвященные той или иной мировой кухне. Больше всего я люблю турецкую, поэтому ее вам и покажу. В турецкую ночь на шведском столе предлагают блюда из разных регионов страны. Это отличный шанс познакомиться с местной культурой чуть ближе. Тут несколько видов кебаба и других блюд из мяса, традиционные закуски с баклажанами, помидорами и перцами. Самые разные блюда из булгура и овощей, вкусная средиземноморская рыба, оливки и блюда в глиняных горшочках. Ах, какие тут витают ароматы! Конечно, даже на таком ужине все равно присутствует обычная европейская еда, а также что-то диетическое и блюда для детей, так, чтобы все остались довольны. Желаю вам когда-нибудь обязательно побывать на таком ужине, потому что это отличный шанс попробовать все самое интересное из турецкой кухни, открыть для себя что-то новое и найти любимые блюда, которые вы потом будете брать всегда, когда приезжаете на отдых в Турции. Только посмотрите на эти восточные сладости. Тут и фрукты в сиропе, и влажное печенье, пропитанное карамелью, сухофрукты, фаршированные орехами, пудинги и бисквиты. И, конечно, несколько видов настоящей турецкой баклавы, которая редко кого оставляет равнодушным. А как вам кебаб из мороженого? Это турецкая дандурма, тягучее и невероятно нежное турецкое лакомство. Обязательно попробуйте! Питание в этом отеле выше всяких похвал.
Я отдохнула в отеле Numa Bay и готова вам его рекомендовать. Он мне во всем понравился. У него классная территория, очень продуманная. Отель стоит на первой линии. Еще мне очень понравилось, какое тут питание. Это отель для тех, кто любит вкусно поесть. Здесь кормят всегда, и блюда готовят очень необычно и действительно вкусно. Еще мне очень понравился персонал. Все очень вежливые, предупредительные, работают классно. Я обязательно еще раз вернусь в этот отель. Мне нравится, как здесь относятся к постоянным гостям, им делают какие-то подарки, комплименты, это очень приятно, и, конечно же, сюда хочется возвращаться. Ставьте лайк, если вам понравился отель Numa Bay, а в комментариях поделитесь впечатлениями, что вы о нем думаете. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков. Пока!